Всем доброе утро. Короче, Купер выкатил гарантийку 11500, по-моему, за 36 заказов. Я, конечно, думаю, 36 заказов нереально выполнить, потому что максимум я делал 31 за 12 часов. Но есть проблема, которая может повлиять на этот. Первый — это дождь, ливень сегодня должен быть. Если я, как говорится, весь промокну, то, наверное, придется завершить работу. А вторая проблема очень такая — это телефон. Потому что симку он перестал видеть. А я выехал. И у меня нету с собой скрепочки. Сейчас вот, может, у товарища есть скрепка. Сейчас дождусь его, и все. И будем начинать пытаться как-то решить эту проблему и запускаться. И биться за эти 36 заказов. А получится у меня или нет, увидите в конце. Приятного просмотра. Ну все, я залетел к другану в общагу. Да, к Тёмычу, да. Нашли иголку, короче, все. Одна проблема решена. Ребята, четко все. Короче, упал первый заказ на 400 рублей. Сейчас поеду забирать. Заказ еще собирается. Запланировал 13 часов. Так что, я думаю, есть шанс все сделать. С первым заказом повезло. Всего 15 килограмм. И буквально в соседний дом. Фух. А между тем падает еще один. Так. Плюс 220. 30 килограмм, короче, уже без кэфа. Ну ладно, берем. Мы сегодня количество бахаем. Так, поедем в Магнит. 30 килограмм. Фух. Так, ситуация. Потихоньку все идет не по плану. Я прихожу в Магнит, а там один кассир, и она говорит, больше никого нет. Ну, как бы она только отоваривает. Сборщиков никого нет. Будем писать поддержку, пытаться отменять этот заказ. Как-то так. Ну все, поддержка относительно быстро сработала. И отменили заказ у меня. Ждем следующий. По утрам повышенный спрос. Вон, смотрите. Так что можно настрелять заказов. Ну, конечно, если будет сыпать. Короче, забрал с пятерки заказик на 5 килограмм. Поедем на Васенко. Так, ну что, спроса нет. Только на академке. И заказов тоже. Поэтому я, скорее всего, сейчас переберусь на свой район. И буду там катать. Доставка у нас в кафе. Хлебный рай я уже тут доставлял. А кафе мы заказывать. Ладно, кода нет. Это тогда первый раз код запрашивал. И пришлось ждать, пока хозяин заведения перезвонит сотрудникам и скажет код. Так, время 11:40. Мне упал только 5-й заказ. Это немножко стоит под сомнением выполнение цели. Потому что заказы действительно далекие начали падать. Вот это не круто. Может быть, они специально алгоритмы подбили, чтобы я все равно не смог сделать заказы. Ну, посмотрим. Шел дождь такой моросящий. Вроде пока проблем не создает, но все равно, если он будет протяженный, там, часов 5-7, то можно прям промокнуть неплохо. Сейчас Яндекс кафтан надену на всякий случай, чтобы как-то сдержать дождь. И все. 5 заказов, конечно, за 3 часа. Ой, за 2 часа. За 3, точнее. Уже 57 минут. Что-то не очень пока статистика. Дождь усилился, прям стал жестким. И у меня появилась еще одна проблема. То, что сейчас я покажу вам. Переверну камеру. Старый. И вот здесь вот фокусируется, не сфокусируется. Щель есть. Прям
И оттуда вода затекает из-за дождя. И кнопку уже заедает. Работать. Телефон. Что-то я не ожидал такого. Не ожидал такой подставы. Что я, блин. Учитывая, что телефон такой старый. Беда. Ну, короче, сам этот работает, а вот кнопки вот нижние, куда затекло, перестали работать полностью. Так что, походу, блядь, не судьба сделать. Ну и верхние не работают. Ну тут вообще в целом экран треснутый. Когда нажимаешь, тут все это движется. Так что, вот такая вот смена, блин. Пипец. Всего сделал 6 заказов. Сейчас, не знаю, попробую в поддержку написать. Может, что-нибудь помогут. Ну, я имею в виду снять слот без проблем. Нафиг его знает. Короче, дождик не кончается. Позвонил с другого телефона в поддержку. Попросил закрыть мне слот, потому что телефон не реагирует. Они, короче, говорят, мы не можем технически, сами закрывайте. Я говорю, так у меня телефон не реагирует. Она говорит, сейчас проконсультируюсь. В итоге ушла консультироваться. И сказали то, что будет поступать много заказов. Но все равно мы закрыть не сможем вам слот. Будет много заказов поступать, корректировки будут. Вам нужно будет видео сломанного телефона и чеки этого сервиса, либо покупки нового телефона на сегодняшнюю дату. Тогда мы корректировки типа снимем. Ну, как бы мне не нужен телефон. У меня есть свой, другой телефон. Короче, сейчас буду сушить этот телефон и как-то завершать. Потому что дождь не кончается. И как бы сейчас опять эта хуйня начнется. Хотя не подумал насчет этого. Вообще без задней мысли. Думал, чуть-чуть дождик польет и все. Ладно, буду как-то пытаться его минимировать и закрывать смену. Короче, я был бы не я, если мне немного просушил телефон. И все. И это пока езжу, короче. Сколько хватит его, не знаю. Но будем, как говорится, до талого бахать его. Пока вроде дождь чуть-чуть стих. Может, все нормально будет. И вон еще 3 пакета. И тут 2 запихнул. Короче, Купер все-таки супер огромные заказы у него. Короче, ребятки, дождь моментами то есть, то нет, то есть, то нет. Пока работает мой телефончик этот сухой весь. Держу его в тепле и в сухости. Так. По заказам не знаю, сколько сделал. Но по сумме могу сказать 4800 пока что. Ну, штук, наверное, 14 или 16, где-то так сделал. Но, походу, все-таки не сделаю я сегодня эти 36 заказов. Посмотрим, как дождь еще будет фигачить. К вечеру там обещали сильнее, не знаю. Как говорится, время покажет, как пойдется. Не хавал ничего, сейчас вот в пятерочку заскочил, пока не падал заказ. И сразу упал, короче. Сейчас быстренько на ходу поедим. А то с 7 утра ничего в горло не попало ему. И все, и забираем заказ с аптека Вита. Что-то кафе ушли. Заказы падают дешевые. И никак не уехать, потому что паузы нет. Я уже пробовал так уезжать. До этого, когда опять не работал. Он мне кидает все равно с того места, откуда я уехал. Сейчас даже пробовать не буду. Буду чисто здесь кататься. Фух, у июня. Пока в Диксоне собирает 2 мои телеги.
скажем так, осталось 2,5 часика. Где-то чуть больше 2,5. И на счету вот сейчас 21 заказ. Так что уже 100% я не выполню эту гарантийку. Но по сумме я вам в конце озвучу, что получилось. Да, так-то 30-килограммовые эти рюкзачки плечи оттягивают знатно. У меня уже, блин, рюкзак рвется. Яндекс. Неохота менять на огромные эти. Вот Купер тоже козерог, блин. Повышки горят, а кидает тоже зеленку, блин. Все сервисы одинаковые, блин. Ну чё, 1,5 часа осталось, финишная прямая. Заказы начали долго делать. Вот сейчас в Ростиксе жду. Пятерки долго собирают. Все уже домой собираются потихоньку. Так что, как говорится, количество заказов начинает тянуться все больше и дольше. Но все равно работаем 1,5 часа. Пока будем фигачить. Пока слот не кончится. Ну что, мой последний поход заказ на сегодня. Я думаю, больше не придет. Хотя, может быть. Но время почти 48 минут, так что вряд ли придет заказ. Ну что, все, подведем итог Купера. Получилось 7,956, 29 заказов. В теории, в целом, ну вот сюда вывели все заказы, посмотрите по сумме. Если все сойдется, все идеально, там не будет задержек, можно было сделать 36 заказов за 11 часов. Но у меня проблемы были с телефоном, я его все просушил, все нормально. Там со второго навигатором пользовался, получается. И вот как-то так доработал. Час времени я потратил на переписку с поддержкой, на звонки. Они сказали нет. Что, как говорится, а я не люблю штрафы. В итоге решил доработать все-таки. Дотянул вот так вот, такой денек. Еще были супер тяжелые заказы. Так что Купер это супер тяжести. Там заказов 5 или 6 было там от 25 до 30 килограмм. Ну, сами понимаете, такое таскать. Благо я на скутере загрузил и все. Но все равно там на лифте или куда-то ты все равно на плечах это несешь. И также у меня была вот одна отмена. Это тоже ожидание было. Ну, благо долго. Быстро. И 4 заказа было от 15 до 20 минут. Я потратил целый час. Порядка часа на ожидание. И вот если вот эти все ожидания убрать, идеальное накидывание, и как бы, то можно 36 заказов сделать. И в целом, в теории, реально 11 500 заработать. Ладно, до встречи в следующих видосах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.